Посмотрите на бурную реакцию американских знаменитостей на голос этого человека. Люди буквально шокированы тем, что певец может так петь. И видно по их лицам, что они впервые видят и слышат что-то подобное. Но это не фонограмма и не компьютерные технологии. Это настоящий голос настоящего певца. И имя ему Димаш. В этот день Америка вздрогнула, ведь на одном из главных телеканалов страны появился парень из Казахстана, который идеально исполнил одну из самых сложных песен в истории. Члены жюри и зрители в зале недоумевали и хватались за голову от звукового напряжения и той мощной энергии, которая шла от этого исполнителя. После того, как Димаш закончил петь, весь зал поднялся со своих мест и стоя аплодировал невероятному таланту певца из Казахстана. В финале американского музыкального шоу певец отдал свою победу маленькой девочке, которая была его соперницей. Все понимали, что Димаш является победителем этого шоу, но певец не мог расстроить ребенка и сделал добрый жест. Thank you so much. Thank you. Back up. Back up. Back up. Back up. Данное американское музыкальное шоу вышло на ТВ в 2019 году, и уже в том же году Димаш выступал на арене Barclays Center, на которой выступают все мировые звезды – Бейонсе, Мадонна, Элтон Джон и многие другие мировые звезды, которые входят в историю мировой музыки. Это был аншлаг. Концерт в тот вечер продолжался около 3 часов, а сами билеты на концерт были раскуплены в считанные дни. По словам самого Димаша, выступать на большой сцене и нести казахскую культуру по всему миру было его детской мечтой. И в этот день в Нью-Йорке его детская мечта исполнилась. На протяжении всего пребывания Димаша в Нью-Йорке поклонники всюду следовали за своим кумиром. Они караулили Димаша не только у самого стадиона, но и у отеля. А то, что творилось в аэропорту, я думаю, что это останется надолго в памяти не только всех слушателей Димаша и самого исполнителя, но и надолго останется в памяти всех работников и всех пассажиров данного аэропорта. Потому что в тот день имя Димаша было не просто на слуху, оно доносилось отовсюду. Первый из артистов Казахстана, кто выступил и собрал аншлаг на легендарной площадке Madison Square Garden. Это та самая площадка, на которой ранее выступали такие мировые артисты, как Майкл Джексон, Бейонсе, Мадонна, Уитни Хьюстон и многие другие. Как сказал в интервью сам Димаш, это не только мой личный момент, но и важная веха для всей евразийской культуры. Мы выступаем как культурные послы на другой стороне планеты. И ведь он прав, как всегда. Это не только огромный шаг для культуры Казахстана, но и всей Азии.
Невероятную бурю эмоций и ураган ярких красок можно было увидеть в этот раз на сцене. Одна из самых знаковых и престижных площадок мира, на которой когда-то выступали группа Битлз и Элвис Пресли, в этот раз взрывалась от довольных криков фанатов современной мировой звезды. В этот раз он лишь закрепил свое звание современной мировой звезды. На данный момент времени Димаш является большим мировым артистом. Он проводит мировые туры по разным странам мира. В Китае и Мексике его боготворят и носят на руках. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделал отдельное видео о том, как Димаш проснулся знаменитым в Китае, и реакцию его местных поклонников, то дайте мне об этом знать, и я выпущу отдельный ролик об этом. Но именно американская публика навсегда запомнит то невероятное шоу, в котором участвовал Димаш. Этот незнакомец с другого конца планеты взорвал США своим космическим голосом и навсегда остался в памяти его американских фанатов. Кстати, есть ли среди вас люди, которые живут в Америке и являются слушателем этого артиста? Жду ваши комментарии под этим видео. Лично я пересмотрел это выступление много раз и отправил всем своим друзьям реакцию американских звезд на голос Димаша. Я, когда впервые услышал этого артиста, то испытывал тот же шок и те же безумные эмоции, что и американские звезды, которые сидели в жюри данного американского музыкального конкурса. Также мне понравилось, что Димаш в финале отдал свою победу ребенку, потому что он явно понимал, что настоящие зрители уже выбрали своего фаворита, и обижать детей нельзя, ведь это их шанс стать успешными в будущем. Надеюсь, что однажды этот ребенок вспомнит о Димаше, когда станет такой же мировой звездой. Друзья, если вам правда нравится моя озвучка и мои видео, то вы можете поддержать меня как автора канала с помощью кода, который вы видите на экране. Перед вами два кода. Один для доната с карт МИР, второй для доната с любых карт всех стран планеты. Спасибо, благодаря вам наш канал существует. Обязательно напишите, из какого вы города и страны, и поделитесь этим видео с друзьями. Пусть они также испытают шок и увидят дикие эмоции американских звезд. Ну и чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, не забудьте подписаться на канал Азия Фильмс. Любви и понимания в каждый дом. До встречи в новых видео, друзья!